Джон зашел в супермаркет, чувствуя, как тяжесть дня давит на его плечи. Он работал здесь уже несколько лет, и каждый день становился все более трудным. Его босс, Майк, всегда был недоволен, и сегодняшний день не был исключением. Джон допустил ошибку с деньгами, и это вызвало гнев своего начальника. Он ненавидел эту работу, но был вынужден оставаться, чтобы заботиться о своей семье. Пока Джон собирался с мыслями, он услышал шепот и смех. Люди у кассы указывали на пожилого мужчину, который вошел в магазин в подгузнике для пожилых людей. Все вокруг смеялись, и шутки сыпались, но один из продавцов, заметив происходящее, последовал за мужчиной, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. Джон, почувствовав, что что-то не так, решил выяснить причину переполоха. Он подошел к группе людей, смеющихся над стариком, и попытался вмешаться, произнеся несколько слов поддержки. Однако его попытки не нашли отклика, и насмешки продолжались. Это разозлило Джона, и он решил помочь пожилому мужчине, несмотря на все насмешки. Он подошел к старику и спросил, нужна ли ему помощь. В этот момент к ним подошел Майк и, увидев Джона, сразу же начал обвинять его в том, что тот пропустил старика в подгузнике. Джон, чувствуя разочарование и гнев, решил, что больше не может оставаться на этой работе. Он собрал свои вещи и вышел из супермаркета, оставив за собой смех и шутки. На улице Джон вновь увидел пожилого мужчину, который стоял в растерянности. Он подошел к старику и, не раздумывая, предложил ему свое пальто, чтобы защитить от холода. Старик, удивленный добротой Джона, поблагодарил его и согласился, чтобы тот проводил его домой. По дороге они начали обсуждать жизнь и работу. Старик представился как Артур и рассказал, что в молодости работал в разных сферах, но всегда мечтал о мире, где люди заботятся друг о друге. Джон, в свою очередь, поделился своими трудностями на работе и тем, как он ненавидит свою текущую жизнь. Когда они подошли к дому Артура, тот неожиданно признался, что он отец Майка и владелец супермаркета. Джон был поражен. Артур, увидев, как его сын обращается с людьми, решил уволить Майка и назначить Джона новым директором магазина. Джон, не веря своему счастью, согласился и пообещал сделать все возможное, чтобы улучшить работу супермаркета и создать дружелюбную атмосферу для клиентов и сотрудников. С тех пор Джон успешно управлял супермаркетом, внедряя новые идеи и улучшая условия работы. Он восхищался своей добротой и смелостью, которые изменили не только его жизнь, но и мир вокруг него. Теперь в супермаркете царила атмосфера уважения и заботы, и Джон знал, что сделал правильный выбор, когда решил помочь пожилому мужчине в подгузнике. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.